Вот такие мягкие, воздушные, очень вкусные пасочки мы сегодня приготовили. Без дрожжей. Пробуйте, готовьте по такому рецепту. Это очень быстро и очень вкусно. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить пасхальные куличи на творожном тесте, без дрожжей. Они получаются очень вкусные, быстрые и полезные. Для нашего рецепта нам понадобятся такие ингредиенты: яйца, творог, сахар, сливочное масло, мука, сода, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. А также понадобится изюм. И я взяла вяленую клюкву. Она очень вкусно получается в нашей выпечке, дает небольшую кислинку и приятный цвет и вкус получается. И апельсиновая цедра. И как всегда, конечно же, я напишу подробный рецепт в описании под видео. Первым делом нам нужно смешать масло с сахаром. И очень важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Будем мы использовать сегодня планетарный миксер. Он хорошо взбивает и быстро получается наше тесто. Отправляем в чашу миксера сливочное масло и сразу сюда отправляем сахар. И взбиваем сливочное масло с сахаром до бела. Будем использовать сегодня вот такую насадку. Перетираем творог через сито, для того, чтобы в тесте он был более воздушный и вкусный, чтобы крупинки не чувствовались. Вот так. Сито берем вот такое мелкое. Можно еще перебивать этот творог через блендер. Творог у нас уже готов. Следующий этап: мы добавляем яйца по одному к нашей сливочно-сахарной массе. Добавляем и взбиваем. Когда растворится одно яйцо, мы добавляем второе. Разбиваем в отдельную пиалочку, добавляем и взбиваем вот так. Итак, все яйца. У нас всего 6 штук. На этом этапе мы добавляем уже соль, щепотка соли у нас, ванильный сахар и цедру одного апельсина. Я сейчас возьму тарелочку и будем натирать на терку. Стараемся так натирать, чтобы белая часть апельсиновой шкурки не попадала, только вот эту оранжевую часть. Можно брать и лимонную цедру. Это по желанию, по вкусу. Кто как любит. Вот столько у нас получилось. Приблизительно 1 столовая ложка. Добавляем в нашу массу. И уже такой аромат приятный. Сюда добавляем наш творог перетертый.
И перемешиваем в течение 1-2 минут, пока вот эти все наши ингредиенты не перемешаются, не будет однородная масса. Изюм и клюкву промываем под горячей водой, кипяченой. И когда уже промоем, высушим на бумажном полотенце. Кладем на бумажное полотенце и просушиваем. В заранее просеянную муку мы добавляем разрыхлитель и соду. Хорошо перемешаем и поэтапно будем добавлять в нашу массу творожную. Все сразу не надо добавлять, так как всегда по-разному уходит муки. Это все зависит от влажности творога, от размера яиц. Поэтому по чуть-чуть добавляем и смотрим по консистенции. Я в дальнейшем покажу, какой консистенции должно получиться наше тесто. И за это время мы включаем духовку и разогреваем, так как пасочки мы будем печь в заранее разогретой духовке. Вот где-то 3 ложки добавляем и взбиваем. И во время того, как замешиваем, периодически выключаем миксер и счищаем с боков тесто, чтобы не было недомеса. Счищаем и вот на серединку. И дальше взбиваем. Тесто у нас уже готово. Хочу показать, какой консистенции получается тесто. Стараемся не забивать тесто мукой, чтобы пасочки наши были более такие воздушные. Вычищаем венчик. Ой. Видите, не сильно жидкое тесто, не сильно густое. Вот такое. Нам нужно еще добавить сюда сухофрукты. И все, и тесто готово. И за это время уже и духовка прогрелась. Нам нужно отправить готовое тесто в формочки. Я сейчас покажу, как мы будем взвешивать и отправлять тесто в формочки. Но для начала перемешаем сухофрукты. Промою руки и подойду, чтобы перемешать сухофрукты. Вот так они хорошенько высохли. Еще вот это немного.
И хорошенько перемешиваем движениями снизу вверх, чтобы хорошо распределить изюм и клюкву. Вот вы попробуйте с клюквой. Я думаю, вам очень понравится, и вы будете всегда добавлять клюкву в паску. Такой приятный вкус дает клюква. Изюм сладость, а клюква немного кислинку такую. Вырезаем полоски из пергаментной бумаги для наших форм. Диаметр формы у нас 11 сантиметров и высота 11 сантиметров. Для того, чтобы после выпекания хорошо можно было удобно доставать наши пасочки, мы вырезаем вот эти полоски и вырезаем чуть-чуть больше высотой, чем наша форма. Это в случае, если тесто поднимется, и чтобы не выливалось, не вытекало наше тесто. И смотрите, вот эти полоски берем и вот так кладем в форму. И точно так же вот эту полоску. Выкладываем в форму где-то по 400 грамм теста. Стараемся наполнять тесто до половины, потому что тесто еще будет подниматься. 250, еще немного. И так наполняем каждую форму. У нас получилось 5 пасочек, и я взвесила, каждая пасочка по 450 грамм. И смотрите, мы берем тесто, так утрамбовываем, чтобы не было пустот, распределяем по форме и шапочку такую выравниваем. И у нас есть вот такая силиконовая лопатка. Мы берем немного, смазываем лопатку подсолнечным маслом. Когда мы смажем эту лопатку, у нас получается гладкая, мы можем формировать гладкую поверхность. Итак, каждую пасочку, каждый куличик выравниваем, чтобы верхушка была ровная. Выпекаем мы на решетке. Отправляем наши формочки на решетку и будем сейчас выпекать. Отправляем в духовку на 170 градусов, режим вверх-вниз, на 40-45 минут. Будем смотреть по золотистой корочке. Куличи наши уже готовы. Выпекались они 45 минут. Будем проверять готовность куличей на сухую шпажку. Отправляем в центр кулича деревянную шпажку. Если она абсолютно чистая и сухая, это означает, что куличи наши готовы. Оставляем в таком виде до остывания. И дальше мы будем готовить глазурь и украшать наши пасочки. И когда они уже полностью остыли, мы можем уже вытаскивать из формы. Видите, вот такие они у нас получились.
я вытащу и покажу, как тут получилось. Делаем такой легкий надрез и легко вытаскивается. И благодаря тому, что мы стелили пергаментную бумагу, видите, бока у нас такие аккуратные и красивые получаются. И уже можно приступить к приготовлению глазури. Сейчас это уберу. А для глазури нам понадобится всего лишь 2 ингредиента: сахарная пудра и лимонный сок. Мы взяли тут 100 грамм сахарной пудры, отжимаем лимонный сок и готовим такую консистенцию, чтобы глазурь была тягучая, гладкая. Добавляем по чуть-чуть и перемешиваем. Смотрим, если понадобится еще лимонного сока, опять немного отжимаем и опять перемешиваем. И я вам покажу, какой консистенции должна получиться наша глазурь. Смотрите, просто много лимонного сока не добавляйте, чтобы глазурь была более тягучей, не жидкой, чтобы на пасочках глазурь смотрелась красивой. Еще. И вот такая глазурь у нас получилась. Украшаем наши пасочки. Обязательно украшаем, когда паски остывшие. Так. И можно сверху, смотрите, сколько у нас украшений на свой вкус. Всякими бусинками, посыпками. Все что угодно. Видите, у нас вот такой вот розовый цветочек из рисовой бумаги. Можно вот так класть вот этими безешками. И вот тут. И я буду украшать так все остальные пасочки. У нас тут есть красивые белые цветочки, жемчуг. И эта глазурь, видите, красивые потеки создает. Вот так. А сюда мы сделаем другую посыпку. Вот такие пасхальные куличи у нас получились. Они получились идеальные, очень красивые, очень воздушные. И самое главное, что очень быстрые и полезные, потому что тут творожное тесто без дрожжей. Сейчас посмотрим, какие они в разрезе. Возьмем вот эту пасочку. Вот так порежем. Посмотрите, они испеклись просто идеально. Мягкие, воздушные. И такие ароматные, я вам просто не могу передать. Аромат апельсина, лимона. Очень вкусно пахнет. Друзья, готовьте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. И думаю, что скоро мы отснимем еще дрожжевые куличи. Поэтому смотрите, следите за нашим каналом. И спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки.
И впереди вас ждет много вкусных, полезных и домашних рецептов. А я хочу попробовать. Мягко режется. Как пух. Очень-очень сладкое тесто, вкусное.